Привет, это Greenpool. Сегодня отличный день для того, чтобы сделать одну дверь счастливее. Умнее. Счастливее. Умнее. Счастливее. Поехали. Что понадобится для сборки? Представляем вам наших героев. Wi-Fi слот, NFC модуль, антенна, реле, кнопка, комплект проводов, структор. Wi-Fi слот станет мозгом проекта. NFC считает карты доступа с помощью внешней антенны. Соединяем Wi-Fi слот с NFC модулем согласно документации. Важно подать питание. Ну и, конечно, пробросить шину SPI для передачи данных. Реле будет контролировать электромагнитный замок. Подключаем кнопку для выхода из кабинета изнутри. Корпус распечатали на 3D принтере. Закрепляем реле на структор с помощью винтов, которые я варварски выдернул из корпуса старого компьютера. Легко вкручиваются в корпус структора, плотно фиксируют модуль снаружи. Проводами соединяем с мозгами. Осталось собрать корпус для этой дикой поделки. Благо блоки структора состоят из множества пазов и технологических отверстий для быстрой и удобной фиксации железа. Вкручиваем последние винты, проверяем соединение и закрываем нашу дичайшую корпусину. Мы ее потом еще термоклеем промазали, дабы не развалилась под напором злых внешних условий в виде людей, которые задевают эту всю конструкцию. Крепим последние блоки структора, чтобы люди не пугались белой светящейся коробки, набитой проводами. Наводим красоту, так сказать. Смотрите, что получилось. В общем-то, изделие готово. Как вам? Самое ответственное — закрепить эту жесть на дверной косяк. Мы предварительно вкрутили в потолок электромагнитный замок и вывели провода на место крепления управляющей коробки. Все вкручивается на обычные саморезы из жестяной банки. Это, кстати, та самая банка с гвоздями, шурупами, шайбами и прочим добром, которое имеется в каждом доме. И плюс к этому, сохраняя традиции беспощадного DIY, антенну крепим наиболее надежным и проверенным способом. На скотч, разумеется. Ну, вроде как держится. Готово дело? Выглядит круто. Крепим огрызки проводов от электромагнитного замка к реле. Делаю нормально замкнуто. Так что если плата по причине моей криворукости вдруг перестанет работать, хрен вы попадете в кабинет. Micro-USB даст питание 5 вольт на плату. Получилось, вроде светится. Все работает через нашу платформу Greenpool, так что его можно делать вкл-выкл с компьютера через интернет. Как видите, замок схватился. Нажимаем кнопку, происходит магия. Закрываем, снова заперто. Снова проверяем. Вроде работает. 2 раза — это статистика. Что касается карт. У меня беспроводная от Сбера, я считываю ее UID, он отображается в системе. Эту карту я хочу добавить в разрешенные, для этого мне надо вписать UID карты в свой супер ник. Карта добавилась. Теперь, если я коснусь карты считывателя, на панели отобразится дата и время последнего входа. Для удобства управления вешаю планшет, чтобы выглядело технологично. Все-таки у нас тут инновации, интернет вещей, как-никак. Пусть будет дверь с экранчиком. Тык-тык, вроде все работает прямо с планшета. А? Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, а также подписываться на наш канал. Это был Greenpool. Пока.